Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, канал Hard Games, и мы снова с вами погружаемся. Вы знаете, кто любит погружаться, плюсаните тоже там в чат, в комментариях. Предыдущая серия была у нас про что? Предыдущая серия у нас была с вами... Про что-то была. Про город Меридиан. Вот, собственно, предыдущая серия, да. И, сорян, шутку очень смешную вспомнил. Вот, собственно, мне это нужно, мне тоже. Значит, город Меридиан, ребят. Сегодня у нас путешествие. Путешествие по вот этой вот замечательному миру Horizon Zero Dawn. Поэтому откидывайте спинки кресел. Я так вообще, в принципе, люблю сидеть. Знаете, вот так вот бывает, так вот откинешься и сидишь, вот так вот чилишь, потом раз вспоминаешь, у тебя уже стрим. Уже все. Надо было раньше. Поэтому на этой хорошей ноте предлагаю погрузиться в контент. Прямо сейчас мы, я думаю, забежим в форт. Потому что хотели, надо посмотреть, надо узнать, кто там вообще в этом форте обитает. Кстати, сколько у тебя сейчас время? Тоже в комментах напиши. У меня 4:30 уже. Давай просто на характере зайдем. Кого мы бояться-то будем с вами, правильно? Просто заходим на характере. Девочек сразу нокаем. Просто вот так вот, знаете. Это было... Я забыл про характер. Один момент. А вот и твоя. И это все? Переключаемся. Она идет. Ой-ой. Так, отлично. Дела идут. Лицо прилетает. И еще одно лицо прилетает. В общем-то, как говорится, прямо на лицо. Вот так вот можно вот сказать. Значится, что мы делаем? Ничего интересного в этом форту я не увидел. Почему? Потому что какие-то ложовые, на самом деле, типы. За них дается очень немалое количество опыта. И, собственно, меня не может это не радовать. Потому что прокачали мы, наверное, сколько? Пару палок-то, наверное, точно. Так, давайте сразу все посмотрим, быстренько пробежимся, что у них здесь было. Может, какие-нибудь сундучки. Нас, в принципе, интересует. Вот, собственно, вот это нас и интересует. Интересуют сундуки. Интересуют нас сундуки. Так. Какое-то настроение, знаете, под вечер приподнятое, я бы его вот так назвал. Знаете, вот бывают такие дни, вот когда, знаешь, так вот грустно, а потом, знаешь, такой херак, и все хорошо. То есть погружаешься, знаете, глубоко очень в свои мысли, задумываешься постоянно что-то о какой-то ерунде. Надо больше улыбаться, ребят. Так что улыбайтесь и не думайте о плохом, потому что все плохое, оно не с нами. Да. Ауф, ёпта. Так, ничего такого не увидел. Зашли, вышли. Надо, кстати, обязательно впаять сейв. Я так думаю. Не, ну, лут лишним в любом случае не бывает, я так думаю. Кстати, вот эти вещи надо собирать, потому что скоро опять будет Габелла. Так, что мы имеем с вами? Здесь прям горы, да? Прям горы. Угу. Блин, ездового животного нам прям как-то с вами катастрофически на самом-то деле не хватает. Кстати, может вообще в город солнца еще забежим? Почему нет-то? Кто мешает, правильно? Можно заглянуть, посмотреть вообще, что там, как дела. Кстати, индюка можно... Да ёпта, я думал, он побежит. Так. Здесь прям эти товарищи. Да? Да, без проблем.
позиция. А, чё ж не вывезут, правильно? Везем, куда мы денемся? Так. Тем временем девочки, кстати, потихонечку начинают наши отлетать. Так, я так думаю, что вот этот товарищ умирает. Этот уже тоже на полное издыхание. Ой, ты еще стрельнул под конец. Аргумент. Так, как у вас там, парни? В общих чертах, как у вас дела? Минус 4, изи опыт, изи ресы. Немножко, да, мы с тобой приловчились. Приловчились мы все эти вещи делать. А, ты у нас прям опасный. Прям, блядь. Опасный и опасный. Что началось-то? Прекрати. Прекрати, нас люди смотрят. Бан, блядь. Ты чё, чёрт ты? О. Легчайше. Спираль огня. Выбиваем. Плюс урон, но слабовато. Слабовато. Надо бы какие-нибудь редкие спиральки выбить. Вот это было бы очень хорошо. Кстати. Очень жирненький моб попался. Такой вкусный, я бы даже сказал. Нет, ездовое животное обязательно нужно. 100%, ребят. Ездовое животное must have. Кстати, вот здесь надо костер открыть. Засейвиться. И посмотреть, что вообще у нас дальше. Угу. Так, понял. Кстати, насчет ездового животного. Вот ты-то мне, дружочек, и нужен. А ну-ка. Иди-ка сюда. Как он прям по таймингу появился, да? Ты чё, родной? Я. Немного я ложанул. С бычком шутки плохи. Сейчас другого заберем, ничего страшного. Ресы, ресы. Изи фарм ресов, братцы. Это я приберегу. Изи фарм ресов. Так, перед нами, кстати, лагерь. Не, давайте сразу на ту, наверное, сторону. Щеманемся по камушкам, да, аккуратненько с вами. И попробуем еще разочек. Чё? А, ёпта, стой! Слушай, надо помочь, погоди. Стой, страус! Уязвимость к электричеству, да, у страуса? Сейчас мы ему, бля... Ты, ёпта! Вы чё, сука? Попутали, что ли? Алло! Ёпта, вы чё тут все, блядь? Ёбу дали, что ли? Вы здесь все ляжете, ребятки. Опа, сюда иди, родной. Сюда, сынок. Крит плюс крит, и ты убит. Хорош, пацаны. О, еще один. Ёпта, любитель острых ощущений. На тебе. Раз.
Да, сынок. Я больше не буду. Слушай, напружно. Очень напруженные ребята. Хоть бы, я не знаю, спасибо бы, что ли, сказали. Еще одна победа Меридиана. Это получается патруль, да, у нас? Наш. Причем наш же патруль, кстати. Тем временем мапаем мы 23 левел. Так, все, щемимся. Щемимся, ребятки, напрямую. По основному квесту. Там веселые ребята, да, у нас стоят. Нет, ездовое животное здесь просто must-have. Без него, ребятки, очень-очень-очень-очень-очень-очень печально. Без него, не то что печально, без него долго. Без него долго, нудно. Вот эти всякие кошки, херошки. Всякая шляпа усатая на тебя нападает, которая, в принципе, она... Убить-то, конечно, может, но... Очень все это слабенько, знаете, слабенько. Давай его сразу... Обеспечить себе преимущество. А вот этого кошака сразу... Так, тут сделаем. Кошаки стреляли... Подожди, они разве стреляли, эти кошки? Накаркал, блядь. Так, ну с этими они не будут. Подожди, давай-ка мы сейчас сразу, знаешь, что с тобой сделаем? Мы сейчас отыграем, блядь, поагрессивнее. Просто давай их обойдем. В принципе, мы с тобой... Так все здесь замечательно налутали. Да, просто пройдем, кстати. О! Веселые ребята. Сектант. Пан, блядь. Убьем ее! Че, дружок, разрывной? Го 1-1. Засал. У меня для тебя... Пан, блядь. Да ха... Ёпта, что? Что за, блядь, Вьетнам тут начался? Хрена вы, парня. Окей. Давай, ёпта. Сам Бог велел накрячить вас. Да. Бабушке своей расскажешь. Что там, как горится, пацаны? Что с лицом, ребята? Побежали, парни. Этот, по идее, отлетает. Так, и закрепим наш результат баллистической свечкой, ёпта. Блять, какие надурные кошки. $1300. Кстати, вот за вот этого огромный респект. Фиолочка. Не шуметь. Ой-ой-ой. Интересно. Так, пацанчик резвится. Дай-ка я по нему разок. Блять, бронебойный. Шасть. Бам, только куски отлетают. А теперь можно вот так вот выйти. Как вжагалить раз.
Слушай, та стрела вообще просто имба полная. О. Это даст мне преимущество. Что, так можно, что ли, было? Подожди. Слышь, сынок. Ну, пойди-ка сюда. Так, чисто ради спортивного интереса. Ну-ка, парни, подождите-ка. Блять, урон видел с нее? Подожди-ка. Короче, с этой стрелой от них части прям отлетают, целые куски. Знаменитый своими делами. Все. Слушай, у нас такая с тобой в этой серии, да, неплохая охота получилась. С частями, со всем остальным. Я потом к ним вернусь. Слушай, но за эти драки мы в любом случае очень много ништяков выфармливаем. Очень много. Прям овер до хрена. Так, и мы с вами все ближе и ближе к месту, где Эрент, да, по-моему, он правильно, у него полное имя его. Кость лисы, говорите? Ну, пойди-ка сюда. Так, я пока зайду в изготовление. По-моему, у меня что-то тут можно сделать. Это для нитемета. А, мне шкура нужна именно лица. Зелки, а вот, кстати, зелки нет. Ну, нитеметом я не пользуюсь, но типа сочное мясо. Да давай сделаем. Why not? Так, бычка мы сейчас себе заберем. Бык очень красивый. Очень красивый. Пойдем-ка, у нас здесь подранок, да, один. Бля, вот эти прям... А, нахер своему же. Слушай, я стрел-то потрачу, но частей я с них навыбиваю, мама, не горюй. Блядь. Потные, черти.
Как же вас убить-то, ёпта. Слушай, они гиперагрессивные вот эти. Вот эти вот типа. Еще один удар. Давай, мать твою. Слушайте, мы с них какие-то очень хорошие вещи выбиваем. Их прям много, они дропаются и дропаются. Я думаю, что нам точно это на руку пойдет. Вот эти спираль заражения. Почти левел выкачали. Но бои здесь очень сложные. Прекрасно. Прям реально сложные. Так, просели мы с тобой по хилу. Ничего страшного. Я думаю, что переживем. Желтый заметил, да, дроп стал с них? Что у нас битком, что ли, с тобой спирали, да, какие-то? Спираль огня, по-моему, битком была. Смотри, сколько с них из-за этих стрел всего послетало. Но хочу сказать, что вот те стрелы, они очень-очень-очень дорогие, очень геморные. То есть, ну, с ними надо реально внимательно, очень аккуратно. Прям их расходовать надо очень аккуратно. Прям. Слушайте, а вот здесь случаем не зараженные или ребята были? Похоже. Но если что, вернемся. Ничего страшного. Что нам с тобой? Там, кстати, кого-то бьют. Если что. Так, просто держу в курсе. Он в беде. Напомните-ка мне. Сейчас ты сдохнешь. Давай с этого лука по ним поработаем. На себе лук. Ты ёпта куда, молодой? Спасибо за помощь. Хорошо, что я это нашла. Вопрос, надо что-то со спиралями нам делать. Нам надо в магазин куда-то с тобой слетать. Иди сюда, поговорим. Коробок просто миллиард. И очень много дропа. Очень много здесь дропа. Причем очень Ну полезно. давай, чего ты ждешь? Сейчас, погоди. Надо распродать. Не хочешь разговаривать? Подожди ты, ёпта. Такой нетерпеливый-то. Слушай, кстати, здесь заруба такая у них Может неплохая пригодится. была. Слушай, поговорить надо. И со всех падают эти, как они называются, эти сундуки вообще абсолютно со всех валятся. Так, сейчас, родной, погоди. Все, максимальный лут. Ну и, собственно, слушаем. Поехали. Как ты оказался тут один? Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко. Но только не они. Прости, что тебя в это втянул. Да брось. Для меня это обычное дело. Ну, убийц выслеживать, машины ловить. Да? Что же тогда необычное? Ну что, начнем? Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай, по порядку. Сейчас будет очень Никто интересно. не знает. Давайте посмотрим. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Она не Нет. сказала, наверное. Я выпивал. Может, она решила, ну не знаю, что не справлюсь. На следующий день патруль обнаружил их мертвыми, а рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Мне очень жаль, Эрант. Но Закрытым это значит когда вообще ее.
Я найду тех, кто это сделал. Они тоже пожалеют. Но почему они это сделали? Они нас ненавидят. И больше всех Эрзо. Она помогла Аваду выбить их из Меридиана. 2 года они зализывали раны. И вот дождались возможности отомстить. А есть предположение, куда она пошла среди ночи? Нет. Явно дело срочное. Сообщение об угрозе, что-то о кархе тьмы. Не знаю я. А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Ладно. Покажи мне, где погибла Эрза, и я сделаю, что смогу. Иди за мной. Так, у меня прямо сейчас возник вопрос. У нас с вами постоянная проблема... С чем у нас получается совместимость? Вот для ресурсов, наверное, для модификаций. Блять, кость лисы. Надо поохотиться, потому что у нас, ну, я сейчас смотрю, какое количество модификаций. И это просто забейте. Это очень много. И знаете, я что думаю? А не переставить ли нам? У нас же это на огонь, правильно, в основном лук. То есть мы им накидываем. А что если... Мы, наверное, так и сделаем. Подождите. Наверное, не то сделал. Удобство огня. Мы с тобой вот так вот сделаем. И огонь сделаем на 26. Вот так вот. Он теперь как из пулемета будет долбить. И плюс еще и от огня у нас с тобой будет очень-очень неплохой урон. Что мы можем здесь? Здесь нам нужен именно урон. Вот знаете, что самое печальное? На урон-то и не падает. Вот, блядь, на все что угодно, кроме урона. Блин, вот нам спираль урона нужна просто как воздух. Слушайте. Вот видите, тот неловкий момент, когда не факт, что... Тот неловкий момент, когда не факт, что синька лучше зеленого. Елка-то понятно лучше, но синий зелень надо смотреть. Поэтому будете играть, смотрите очень внимательно. Так далеко? Не знаю. Это странно. Это земля карха тьмы? Секунду. Сейчас. Что у нас по навыкам? А, навыков 0. Нет. Сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. Меня куда ведешь-то? Ой-ой-ой. Так, нам здесь огонь нужен. Нужен сейф. Уже рядом. Нужен сейф, а огня вообще нет нигде. Вообще. Вижу. Пришли. Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели. Ну, может, эта твоя штука даст какую-то зацепку. Прошу тебя. Я должен найти этих ублюдков. Блин, а огонь там.
Ладно, рискуем, но окей. Так, поехали. Броня племени Карха Тьмы. Странно. Не царапинки. Копье Карха Тьмы. Идеально острое. Они Не вброс было ли? в бою. Ведь это вообще вброс. Слушайте, подождите-ка, у меня такой вопрос. А случаем, как в РДР, здесь так не прокатит? Мне кажется, это все обычный вброс. Пятна крови. Не похоже на лужу под трупом. Кровь будто размазана. Короче, это хотели создать видимость чего-то. Вот так вот скажем. Разбросанные стрелы. Совсем новые, как будто не использовались. Это видимость боя. Словно тут кого-то тащили. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Видишь? След колес. Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Хотели что-то скрыть. Стой. То есть этих людей убили где-то еще, но зачем, Кархать, мы их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Так. Это уже интересно. Нет, но это прям телега. То есть сюда их привезли и сбросили. То есть Карх хотели подставить. Какие бы они там ни были, да? Конченые. Но факт остается фактом. Вот она телега ехала. С нее капала кровь. То есть где-то здесь. Кстати, костер. Вот это хорошо. А вот это сейф, друзья мои. Что тут за замуты-то, азы такие? Если что, ребят, кто будет в комментариях писать, Лёх, что Я ловушки понимаю, разные за не что используешь. её убили. Но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем. Ловушки не использую, на босса какого-нибудь экономлю. Мало ли. А, ну кто бы сомневался. Ну, конечно же, руины. Здесь надо пройтись обязательно. Здесь что-то будет. А вон и тележка, кстати. Это не Кархать мы. Это наши, это Азерам. И вы всегда так добры друг к другу? Блять. Понял я ее. У них скоростные луки, что ли, эти? Скоростной, не скоростной. А по лицу, дружочек, получить придется. А, этот решил в этот поиграть. Прятки, ёпт.
Чел, да ты угораешь. О! На нахер. Давай, давай, давай. Ого, Вот ты потный, а? это что? Похоже, что приманка. Готовься. Кто это? А, старые знакомые, блядь. Ну. Ты понял вообще, что теперь этот лук делает? Ты видел просто скорость, с которой он теперь накидывает? Кайфуем. Хера у тебя не выйдет. Наверное, не пролезть, да, нигде? Сейчас, мужик, держись. Иду. Да. Бля, скорострельность просто забей. У меня стрелы просто тоннами, я не знаю, пачками вылетают. Он даже ничего не понимает, он моментально откисает. Просто моментально в него прилетает подарок. Че там спрятался ее? Банчик. Бля, все фраги у меня подстилил, черт. Азерам, не карха тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. Мне бы лут забрать. Хилки с этих, которые на крыше стояли. Да и здесь бы вообще бы не залутаться не помешало. Здесь очень может быть серьезные вещи. Вот. Вот именно вот про вот этот я и говорил. Как они сюда, блядь, залезали? Подожди. Здесь есть какой-то лаз и подъем. Как они так проходили? Погоди. Так, но это уже не здесь. Так, лисички мы поняли, для чего нужны. Птички. Я думаю, может, какой-нибудь секрет здесь есть, потому что, ну, место такое интересное. Ключи. Древний колокольчик, древнее кольцо, древний венок. Раз себе. Непонятно, как наверх залазить, но я думаю, ничего страшного. Заеб, как во Вьетнаме. Хвост лисы срезали. Так, ну ладно, давайте посмотрим место. Пока непонятно, как туда забираться. Может, даже вообще нельзя. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Так, посмотри, говорит, своим глазом. Вижу. Это оружие авангарда. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись.
их просто в крысу завалили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько крови. Как много людей здесь перебили. А это что за ремни? Ремни от брони, перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Камни прямо раскрошены. Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. Увидел? Что-то или кто-то. Но что и кто? Это вот, блядь, другой вопрос. Что это могло быть? Подождите-ка. Ну-ка. Not bad. Покой не дает. Как они... Как же они туда... Как они туда залезли? Причем это, смотри, это старая какая-то посудина. Двигатели стоят. Подождите, где-то я что-то упустил. Вот где и что? Это вот отдельный вопрос. Может, я в глаза долблюсь? Смотри, здесь собрали. Ах, ну конечно же, ёпта, я даже мимо же пробегал. На это можно поставить оборудование. Вон, у треноги. Разряженная батарея. Их, короче, долбанули с этого. Прям серьезно очень шатали. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить? Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем, думаю, Он Азерам мне доверяет. атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Это ультразвуковой, наверное, или Думаю, что-то людей типа он такого. не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. На их оружии нет крови. Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзе лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане, я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню, и так избитый, что невозможно опознать? И это не Эрза. Она может быть вообще Вернись в жива. Меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Сестра может быть жива. Я иду. Найди меня как сможешь. Она его не просто обнадежила, то есть он ведь реально... Это реально вполне возможно, ребят. Блин, было бы круто. Было бы реально очень круто, если бы так оно и было. Надо как-то серию, знаешь, как назвать, интересно, жизнь... Смерть или жизнь, или что-то типа такого, да? Потому что здесь вообще непонятно ни хрена, выжила она или нет. Может быть, вообще кто-то другой
пал. Ну а на этом давайте, ребят, закончим эту серию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте пальчик вверх, ну и пишите комментарии, что вообще думаете по поводу серии. Естественно, кто не видел игру, ну и кто видел, без спойлеров только. Все, всем желаю удачи, пока-пока. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games. Встретимся.